Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, таро прогноз. Что вам по судьбе в январе? Неожиданности января. Что нужно знать, что для вас будет наиболее важным? Сюрпризы, мои дорогие Овны. Января 2024 года. Некогда как будто раскачиваться уже продуктивным месяцем становится для нас январь, потому что конфигурации планет таковы. 2 числа Меркурий вышел из ретро-движения и стал прямым, директным, и то, что было словно за кадром или было непонятно, для нас становится более очевидно, более точная информация. Вдвойне Марс, потому что 4 числа переходит в знак Козерога, перешел уже точнее, и это для нас означает больше конкретики, когда не на эмоции, не на импульс, силы потрачены, а именно на какую-то пользу, мои дорогие. Кроме этого, 11 января у нас будет новолуние. Это то новолуние, которое отчасти может проиграться у кого-то из вас в личной жизни. Именно, может быть, как человек, которому вы были интересны, здесь начнет проявлять активность или еще какие-то тайны личной жизни выйдут словно на поверхность. 24 января у нас Венера входит в знак Козерога. И две планеты, как Венера, так и Марс, в знаке Козерога. Это гендерные планеты, которые как раз находятся в знаке того, кто любит порядок, структуру и отвечает не только за власть, а за смену статуса. Вот у кого-то из вас такие перемены в личной жизни могут произойти. Ну и как вишенка на торте, 21 января Плутон переходит из знака Козерог в знак Водолея, и поэтому тут тоже могут быть какие-то изменения, мои дорогие. Вот давайте мы узнаем, что для вас январь, что мне по судьбе, может быть, с этими планетарными событиями, или, может быть, и события вашей жизни, которые вас к какому-то итогу подводят. И давайте мы посмотрим в целом фон января. Неожиданности, сюрпризы, мои дорогие, ваши действия, каков результат. И достанем карту «Совет». Фон месяца января, чему он будет посвящен. Наверное, все то, что я сейчас говорила, для вас будет, правда, актуально. Колесо фортуны. Удача. Это карта успеха, когда у нас получается сделать что-то очень хорошо. Вы натуры деятельные. И как раз больше всего эта карта относится к тем, кто не сидит на месте, а кто умеет ухватить удачу за хвост или использовать даже какие-то невероятные возможности. А с учетом все же, опять же, Плутона, который переходит в знак Водолея, это всегда индивидуальность. Это еще и свобода, и как будто пространство будет вам давать шансы, возможности для того, чтобы осуществить задуманное. Возможности, надо помнить, к нам приходят не всегда, как мы предполагали, поэтому держать руку на пульсе. Но, видимо, и вокруг вас будут происходить какие-то изменения, может быть, отчасти правда, решение людей, внимание людей по отношению к вам, или какие-то возможности через согласование, подписание контрактов, каких-то соглашений. У кого-то это по работе проиграется, как тоже вот что-то на работе происходит, может быть, в той организации, где вы работаете и не собираетесь менять работу, ну так там, значит, могут какие-то изменения в структуре, в порядке, в графике происходить. Для вас как будто увидеть, что я могу сделать для себя со знаком плюс. И вот этот Марс в Козероге, когда приложенные усилия будут окупаться сторицей. Вот колесо фортуны, мои дорогие, что-то будет меняться для вас и быть открытым этим новым возможностям. Давайте мы узнаем, каковы же неожиданности. В принципе, ничей вы можете сталкиваться с людьми, которые имеют сложный характер. И карта говорит, что держись позиции стороннего наблюдателя. Не включайся в какие-то вопросы. К примеру, первое, зная ваш характер, где-то импульсивность, желание видеть какую-то правду, истину. Кто-то может вас выводить нарочно, словно провоцировать на эмоции. Вот поэтому эмоции точно придерживать при себе. Не согласиться, второй момент, на то, что вам может быть подано как какая-то
идея, какое-либо продвижение, выглядеть это поначалу или подано вам может быть как что-то неоспоримое, а по факту будет происходить, ну, как игра не стоит свеч. По этой карте очень хорошо искать как раз нужную информацию, и вы тогда ее находите и будете видеть, что да, какие-то дела обстоят по факту совершенно по-другому. Вот когда мы ищем недостающую информацию или нам нужно узнать, как работает в отношении нас тот или иной закон. Вот это проигрывается карта со знаком плюс. Быть рациональным, где-то хладнокровным. Быть действительно больше логиком, больше холодной энергии. Вы именно будете сталкиваться с подобными людьми. И значит, разобраться вам в чем-то придется. Сюрпризы в личной жизни, мои дорогие. Сюрпризы могут быть и в деньгах. Может быть, вы как раз будете заниматься теми вопросами, которые находятся на оси отношения и финансы. У кого-то из вас это могут быть как сюрпризы или какие-то удачные совпадения, или добрые новости от ваших родственников, или от людей вашего ближайшего окружения. Или даже если материальные вопросы, все-таки мы смотрим сюрпризы, значит для себя что-то решить со знаком плюс. Почему нет? Как раз получить новую должность, к примеру, и увеличить свой оклад, жалование, или продвинуть свой бизнес. Но делать это все очень аккуратно, хладнокровно, откликаться, с одной стороны, на те события, которые вокруг вас происходят, но словно отделять зерна от плевел, чтобы с чем-то не ошибиться, и надеяться на самого себя. Давайте мы узнаем ваши действия. Правда, насчет денег – удачный период января, и когда вы можете, для кого это актуально, поменять работу, найти нужную работу, именно ту, которую вы хотели, будут иметь значение ваши как уже прежние какие-то активные действия, наработки, мои дорогие. Все же у нас карта профессионала, который создает буквально пентакли. Конечно, по этой карте в первую очередь наши продуктивные действия, наверное, вот тот самый Марс в Козероге, когда мы ничего не делаем просто так, когда каждое действие выверено. Да, те деньги, которые задерживались, они как будто к вам придут, деньги будут, вообще удачный месяц в плане заработков. И я бы сказала, карьера и финансы для вас могут быть на первом месте. И это, правда, по планетарным событиям тоже очень важно. Есть у нас и личная жизнь, там как будто бы сюрпризы нам обещают, но мы сказали, и материальная составляющая, поэтому, пожалуй, как и личная жизнь, так и вопросы денег. Для вас вот все ваши действия, они действительно будут иметь какой-то смысл, и чем-то хорошим для вас ознаменуется январь. Единственный совет по этой карте – денег в долг не давать. Вот вы можете столкнуться с таким, кстати, персонажем по принцу мечей, который вас где-то склоняет проучаствовать, может быть, в какой-то помощи. Вот здесь про помощь по шестерке пентаклей как будто вам не рекомендуют оказывать вообще. Помни, рука дающего завтра будет рукой просящего. Шестерка пентаклей говорит, но это одна из лучших карт в колоде на работу и на деньги. Каков будет результат ваших приложенных усилий? Вот все то, что я сказала, пятерка мечей, опять же, не крупная карта, о чем нам говорят? Ты, первое, не должен повторить какой-то, прежний опыт в плане ошибок, когда вы кому-то что-то доказывали. Или когда вы с кем-то не согласились, но эмоциональный фон превысил какие-то возможные варианты, вы попросту с кем-то поругались. Вот вы себе не должны навредить через эмоции или через какую-то импульсивность. И если есть те персоны, которые, вы знаете, да, меня с ними жизнь как будто столкнет еще не раз, и мне нужно, какую-то линию поведения, стратегию, назовите это так, выработать, чтобы мне не было где-то неудобно, неловко заговорить с конкретным человеком. Значит, очень хорошо, будет вот эти добрососедские или какие-то, контактные отношения установить. Самое главное, не увеличивать дистанцию как конфликта, так и не настаивать на своем. Результат будет зависеть от того, как вы умело взаимодействуете с окружающими. Вам надо быть словно магом-волшебником, уметь манипулировать. Манипулировать это не значит настаивать на своем. Это уходить от острых ситуаций. Это уходить, может быть, от
какой-то двойственной ситуации, которая в последующем вам может проиграться со знаком минус. Уметь слушать свою интуицию и понимать, что да, в нашей жизни мы можем кому-то что-то, ну, условно доказать, или припереть, мы говорим, да, к стене, есть такое выражение. Но потом вот эта самая пирова победа у нас получится. Нас эта победа не будет ни вдохновлять, ни радовать. Вот вам именно этого нужно избегать. Чтобы где-то, если вы не согласны, красиво, может быть, по-английски выйти из компрометирующей ситуации. Или если вы не можете договориться с человеком, ну, значит, тоже как-то обойти острые углы, не сказать ему ни да, ни нет, но выйти из данного вопроса. Мои дорогие, карта говорит об одном. Вы не должны себе навредить в этот продуктивный для вас месяц. Совет от карт давайте узнаем. Больше где-то ожидания даже. Не педалируйте какую-то ситуацию. У вас колесо фортуны. Здесь сколько ты не ускоряйся, чего-то ты сам по себе не сможешь убыстрить или ускорить оформление какого-либо документа. И без этого судьба вам будет подкидывать словно сюрпризы, когда вам придется ускориться. Но это не по вашему как будто желанию, а обстоятельства таковы, что вы не сможете чего-то оставить на потом. Вам нужно быть абсолютно свободными в этот месяц январский. Может быть, какое-то путешествие или какая-то история вашей личной жизни, она настолько захватит, и вам придется уделять этому внимание, даже если это где-то не совсем будет сопряжено с делами, работой, бизнесом. Может быть, и придется где-то дела поставить на паузу, а они как будто все равно будут развиваться в своем ключе. Их надо вот только ухватывать те возможности, но и уделить внимание личной жизни, интуиции, мои дорогие, дважды. Вы словно в других энергиях в январе. Вот это будет, как в совете для вас, важно. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.